вариант такой египетского Макдональдса. Всем привет! С вами снова Виктория, и вы на канале о жизни в Египте, в Хургаде. А помните, я вам обещала показать, из чего же выглядит египетский фастфуд? Но поскольку я здесь не очень долго живу и не все еще поняла, для этого я пригласила помочь мне Анастасию. Тут вариант такой египетского Макдональдса, скажем так, очень локального. А на самом деле вся эта еда, если вы посмотрите, это просто растительный белок. Египет как бы страна, которая на 96% состоит из пустыни. И выращивать здесь животные, которые идут на мясо, очень сложно, потому что нет ни полей, ни лугов, где можно брать траву. Поэтому мясо здесь очень дорогое. Здесь даже, кстати, такие субпродукты, которые у нас в России, там легкое, предположим, или кишки, или там желудок, да, у нас в России это идет, ну, как требуха по совсем дешевой цене, очень часто даже собакам покупают. А здесь почти по цене мяса это все продается. Поэтому, естественно, бедное население не в состоянии покупать себе мясо, им нужно каким-то образом заменять белок. Поэтому в национальной еде появилось очень много вот таких вот блюд из бобовых. Египетская кухня очень калорийная и сытная. И при таком количестве бобовых можно спокойно жить без мяса. Фуль – это вообще бобовые, это определенный вид фасоли. Они ее вымачивают, варят, потом вот так вот расталкивают, перемешивают. И они, есть несколько видов, как их делать. Здесь самое простое, сварили, залили это все маслом растопленным. И на самом деле очень вкусно. Это называется папагану. Как? Папагану. Это сделано из печеного баклажана. Печеный баклажан. Он запекается прямо в шкурочке. Видишь? Видишь, это баклажанчик, запеченный, размолотый, потом сюда чесночок добавляется и тахина. Тахина – это перетертый кунжут. Вот. Как это называется еще раз? Это называется папагану. Нет, я с первого раза не запомню, но очень вкусно. Ты, главное, попробуй. Здесь чувствуется, да, то, что ты говорила, Печеный баклажан и тахина. Чесночок. Вот эта вот штука называется фаляфель или таамея. Ну давай Сейчас у нас Вика ее попробует. Знаешь, как ее вкусно еще макать в папагану вот сюда? Да. И кушать. Они жарятся прям очень быстро, подаются горячими, то есть подаются по заказу, готовятся вместе с картошкой фри. Здесь она называется French fries. Это бобы перетертые, сырыми, с зеленью, после чего в них тоже добавлены там всякие специи, и они зажариваются в масле. Кстати, египтяне, если вы заметили, что у нас на столе нет ни одного столового прибора, но за исключением ложки, которой мы перемешивали масло с фасолью, они едят вот таким образом хлебом, почти все блюда. Пальцы можно облизать в конце. Эта пища здесь довольно дешевая, и большинство местных жителей обедают или ужинают в местных кафе. Трапезу в Египте принято начинать с закусок. Эта традиция требует только одного комментария. Закуски так вкусны, что ими можно наесться раньше, чем вам подадут основное блюдо. Супер! Бай-бай! Ну, сегодня мы вам показали самый простой, самый распространенный египетский фастфуд. На самом деле блюд очень много, и мы вам покажем больше. В следующий раз мы пойдем в другое место, какое не скажу, пусть будет сюрприз. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал, следите за новостями. И если у вас есть какие-то пожелания, о чем вы хотите узнать, можете писать в комментариях. Вполне возможно, что мы однажды и покажем это. Все, всем пока! Наш обед проходил в этом кафе Абу Адам, и находится он прямо напротив отеля Ля Паша. Пожалуйста. Это на самом деле очень, как сказать, напористые и смелые, когда видят кого-то робкого, когда они видят напористого смелого, то они прям сразу приседают.